Друзья, всем привет! Сегодня у нас тест винтов для лодочного мотора Tohatsu 5 лошадиных сил и его аналогов. Для тестов буду использовать лодочку флагман 330U. Для этой лодки данный лодочный мотор подходит отлично. Давайте сейчас посмотрим, как поедет данный комплект. Также, друзья, напоминаю, что для всех зрителей канала скидочка на лодочки флагман 10%. Чтобы получить скидку, нужно связаться со мной по электронной почте, либо по телефону, который я укажу в закрепленном комментарии. А мы продолжаем. Так, вот винты, которые мы сегодня будем тестировать. Винсолос 7,8 на 7. Винсолос. Тут немножко он коснутый, но в целом геометрия его нормальная. Так, также винт GL Marine. Тоже 7,8 на 9. Данный винт вы можете купить по моей ссылке со скидкой в 10%. Также другие товары от компании в магазине Зимпарин можно купить со скидкой по моей ссылке. Кому интересно, переходите по ссылке. И также попробуем винт с шагом 8 дюймов. Это оригинальный винт Tohatsu. И посмотрим, вообще нужны ли винты на лодочный мотор Tohatsu 5 лошадиных сил, или можно вполне пользоваться штатным. Существует мнение, что на моторы 5 лошадиных сил какой-то подбор винта вообще не имеет смысла. Вот сейчас мы узнаем, есть ли смысл или этого смысла нету. Бензин буду мешать вот с таким маслом Сумиташи. Масло неплохое, средней ценовой категории. Отличная замена оригинальным маслам Yamaha и Tohatsu. Все, смотрим, не переключаемся. Вот видите, какая у меня сейчас новая одежда, Yamaha, кепочку вы видели, но сейчас у меня тут появилась такая маечка Yamaha, хотя моторчик у нас Tohatsu. Вес номер 1, лодка флагман 330U, в лодке чуть больше полбака бензина, винт штатный шагом 8 дюймов. Tohatsu пятерка, он же Nissan пятерка, это один и тот же мотор, кто не знает. Сейчас посмотрим, какая будет скорость, какие будут обороты. Лодка немножко дельфинирует. Пятерки, они вот страдают этим, потому что сильнее я прижать уже не могу транец, потому что нога начинает цеплять за интерцептор. Поэтому на большой скорости немножко дельфинирует. Но, однако, скорость померить все равно можно. Так, давайте заводить наш прекрасный мотор. На оригинальном винте шагом 8 дюймов скорость пока 28,5, где-то 29 даже не получается. Обороты примерно 5800, там 5900. Понятно, что этот винт перекручивает, соответственно, в такой загрузке лучше, конечно, ставить винт с более высоким шагом. Напишите в комментариях, как вам моя новая маечка. Следующая часть теста. Взял второго человека, пассажира массой где-то 75 килограмм. Я вешу 100 килограмм. Моторчик все тот же Tohatsu пятерка. Винт штатный шагом 8 дюймов. Посмотрим, сможет ли флагман 330U с двумя человеками выйти на глиссер. На штатном винте 8 дюймов в 2 человека скорость доходила до 18 км в час. Обороты где-то в районе 5000, 4900-5000. В принципе, с такой загрузкой данную лодку с данным мотором на штатном винте использовать можно. То есть, в принципе, практически нормальный глиссер. Так, ну вот я протестировал винт с шагом 8 дюймов. Это винт оригинальный. Сейчас я поставил винт GL Marine с шагом 9 дюймов. Давайте посмотрим, как поедет данный винтик. Следующий винт с шагом 9,5 от GL Marine. Я в лодке один. Здесь у меня чуть больше половины бака бензина.
больше ничего нет. Сейчас посмотрим, какая будет скорость и какие будут обороты с одним человеком массой 100 килограмм. Так, в общем, какая-то фигня. Винт шагом 9 дюймов, ну, во всяком случае, нам написано, что он 9 дюймов, дает обороты 6100, даже больше, чем оригинальный с 8 шага. Я не знаю, может быть, либо ошибка с винтом самим, не тот винт промаркировали, либо просто винт больше проскальзывает. Я сейчас потом на берегу сравню 8 дюймов и 9 дюймов внешне. Едет он примерно так же, то есть по скорости разницы никакой нет, даже по звуку разницы я не услышал. Вот. Но я рассчитывал, что обороты хотя бы будут 5500, но обороты все равно в районе 6000. Поэтому данный винт, он хороший, нормально едет, крутится, едет, тянет, лодка летит, но перекрут не убрать с этим винтом. Вот. Поэтому, в принципе, этот винт получается хорошая замена оригинальному винту. То есть, вот если брать винт шагом 9 дюймов, он будет примерно то же самое, что винт шагом 8 дюймов. То есть, по сути, разницы вообще никакой. Так, следующая часть теста. Винт Галмарин с шагом 9 дюймов. Но он позиционируется как винт шагом 9 дюймов. Посадил второго человека, массой 75 килограмм, я вешу 100. Ну вот мы прокатили винт с шагом 9 дюймов от компании Галмарин. Даже вдвоем 100 килограмм плюс оператор у меня 75 килограмм. Скорость такая же, 18 там с половиной, почти 19 километров в час. Обороты где-то 5200. То есть обороты даже больше, чем на штатном винте с шагом 8,5. Отсюда мы делаем вывод, что в принципе вот этот винт от Галмарин, он идет как замена штатному винту. В принципе, даже двоих человек данный винт на глиссер вытаскивает. Подводя итог, вот этот винт с шагом 9 дюймов, он отлично подходит как замена штатному винту от компании Tohatsu. Оригинальные винты сейчас стоят дорого, поэтому у кого вот мотор Tohatsu 5, можно вполне себе купить винт с шагом 9 дюймов от компании Галмарин. Так, вот давайте посмотрим. Вот это оригинальный винт шагом 8 дюймов. Вы видим, какая длинная лопасть, какой длинный шаг. Это якобы винт с шагом 9 дюймов. Естественно, видно, что он нифига не 9. Он, скорее всего, получается 7,5. Но так в целом винт неплохой. Едет примерно так же, как оригинал. Вот, поэтому, в принципе, с учетом того, что оригинал сейчас недоступен, либо стоит очень дорого, как аналог оригиналу, замена оригинала, этот винт подходит. Сейчас я взял винт шагом 7 дюймов от компании Solos. Сейчас давайте посмотрим, какая будет скорость и какие будут обороты. Обороты 6500 почти. Следующая часть теста. Винт с шагом 7 дюймов компании Solos. Данный винт является грузовым. Я вдвоем еще не катался на нем. Посмотрим, какая будет скорость, какие будут обороты. И сможем ли мы выйти на глиссер. Сейчас посмотрим, добавит ли нам скорости грузовой винт с шагом 7 дюймов. В заключение хочется сказать, что, по моему мнению, вот после всех тестов, подбор винта на лодочный мотор 5 лошадиных сил фактически не имеет смысла, потому что
Скорость вообще не меняется, выход на глиссер тоже не меняется. Меняются только немножко, меняются обороты. То есть в одного там либо винт чуть сильнее перекручивает, либо чуть меньше перекручивает, либо вообще не перекручивает. Но скорость более-менее одинаковая. Также вдвоем, вот все 3 винта вдвоем также выходят на глиссер. И скорость, вот единственное, на винте 7 дюймов, скорость там чуть-чуть возросла на 1 км в час. Поэтому по большому счету можно брать любой винт. Ну, оптимальным винтом для лодочного мотора Tohatsu 5 и аналогов будет винт шагом 8 дюймов. Вот берем любой винт, смело ставим и катаемся. Никаких преимуществ смена винта, подбор винта на лодочный мотор 5 лошадиных сил не дает. По результатам большого теста. Все, всем спасибо за внимание, ставим лайки и подписываемся на канал.